First of all, thank you very much, Ruslan, for that kind introduction. В первую очередь, спасибо большое Руслану за такое приятное представление меня. I had the joy and privilege of being here last year. У меня была привилегия и радость быть здесь в прошлом году. And so when I come back now, I come back to see friends. Поэтому мне кажется, что сейчас, когда я здесь, я вижу больше друзей, чем просто участников. And especially my newest little friend, Ben. И особенную радость мне приносит видеть моего нового друга Вениамина. Facebook is a wonderful tool to be introduced to someone, but much better being face-to-face. Facebook — это отличная возможность быть представленным кому-то, познакомиться с кем-то, но намного лучше, когда есть возможность персонального контакта. The date, October 8th, 2015. 8 октября 2015 года. The Nobel Peace Prize for Literature was awarded to journalist Svetlana Alexeyevich from Belarus. Нобелевская премия в области литературы вручена журналисту Светлане Алексеевич из Беларуси. On her own website, Alexeyevich explains her pursuit of journalism. На ее личном веб-сайте Алексеевич объясняет свою страсть к журналистике, свое занятие журналистикой. She said, I chose a genre where human voices speak for themselves. Я выбрала жанр, в котором человеческие голоса говорят сами за себя. Since she is a neighbor of yours, you may know better than I do about her writings. И поскольку Светлана Алексеевич, как белоруска, практически ваша соседка, то я думаю, что вы знаете о ее успехе, ее победе больше, чем я. She prefers to leave the stories to her many interviewees. Она оставляет право рассказать историю, рассказать новость тем, кого она интервьюирует. And she likes to let the eyewitness accounts shed an unsettling light on various tragedies. И она оставляет возможность тому, что сказано с первых уст, оставляет возможность персональным историям проливать свет на человеческие трагедии. Tragedies like World War II, the Soviet-Afghan War, and the disaster at Chernobyl. И имеется в виду такие трагедии, как Вторая мировая война, как война в Афганистане, как трагедия Чернобыля. A journalist winning the Nobel Peace Prize. Это журналистка, которая выиграла Нобелевскую премию. After the announcement of the awarding of the prize, the Swedish Academy's permanent secretary said this. После того, как были оглашены результаты, и Светлана получила Нобелевскую премию, постоянный секретарь Академии наук Швеции сказала следующее. She said, for the past 30 to 40 years, Alexeyevich has been busy mapping the Soviet and post-Soviet individual. Она сказала следующее, что на протяжении предыдущих 30-40 лет Светлана Алексеевич занималась тем, что составляла, скажем так, карту человека, постсоветского человека и советского человека. But it's not really a history of events. It's about a history of emotions. Но эта карта не столько описывает историю событий, сколько историю эмоций человека. My topic today is journalism, a job or a calling. И тема моего сегодняшнего спича — это дилемма: журналистика является призванием или работой или же призванием. So as you consider what Svetlana Alexeyevich has done, would it be a job or a calling for her? И когда мы анализируем историю и успех Светланы Алексеевич, перед нами встает этот вопрос: работа ли это для нее или все-таки призвание? I think we would agree it's a calling. Я думаю, что большинство из нас согласилось бы, что это призвание в ее случае. Someone has said, jobs come and go, but a calling is something you were given the moment you were born. Как кто-то правильно сказал, работа — это то, что приходит и уходит, но призвание — это то, что вы получаете в момент вашего рождения. You can lose your job, but you can't lose your calling. И вы можете потерять работу, но вы не можете потерять призвание. So what is a calling? Так что же такое призвание? A calling is your passion about a project, something you genuinely care about and of which you will never grow tired. Призвание — это ваша страсть, это те проекты, те задачи, которыми вы горите и от которых вы никогда не устанете. There's a book called A Case for Calling. Есть книга, которая называется «Аргументы в пользу призвания». The authors of this book said this:
Calling is the truth that God calls us to himself so decisively that everything we are, everything we do, and everything we have is invested with a special devotion, dynamism, and direction lived out as a response to his summons and service. И автор этой книги сказал, что призвание означает, что Бог призывает нас настолько настойчиво, что все, что мы делаем, все, что мы имеем и все, кем мы являемся, инвестируется в призвание с особой динамикой, с особым посвящением, как ответ на его призвание. Now, you may say, that sounds too religious, too Christian to me. Может быть, вы скажете, что это звучит слишком религиозно или слишком по-христиански. Well, let's turn to a dictionary. Но давайте обратимся к словарю, классическому словарю. A dictionary definition of calling is this. И определение призвания в классическом американском словаре толковом следующее. An inner urge or strong impulse, especially one believed to be divinely inspired. И основное определение, которое дает классический американский толковый словарь понятию призвания, в том, что призвание — это внутреннее побуждение, это сильный импульс, особенно тот, который воспринимается как посланный свыше. Its secondary definition is an occupation, a profession, or career. И вторичное определение призвания — это занятие, это работа, это карьера. So maybe we should have added another word to our title. Journalism, a job, a career, or a calling. Поэтому, возможно, в названии этого спича, этой презентации можно добавить еще одно слово. Журналистика — это не только работа или призвание, это работа, карьера или призвание. Let me define those. Хотела бы дать определение каждому из этих A понятий. job is a rather short-term thing. Работа — это нечто кратковременное. You're doing a job, you're getting a check for your work, and then maybe moving on to your next job. Вы выполняете свою работу, получаете зарплату и, возможно, уходите в другую организацию, как только есть возможность. A career is a long-term investment in one area of work. Карьера, в свою очередь, это долгосрочная инвестиция в одну конкретную сферу деятельности. A person may have a career as a banker or a tailor or a restaurant owner. Например, можно построить карьеру в банковском секторе, можно быть ресторатором, можно быть портным, все это может быть карьерой. There's nothing wrong with those two things, by the way. И как работа, так и карьера, в общем-то, положительные сами по себе понятия. But a calling is something far different. Но призвание — это нечто абсолютно особенное и другое. Let me see if I can illustrate this with a story. Я хотела бы проиллюстрировать свою позицию историей. A man was walking through the city, and he came upon three men who were working with bricks and mortar on a wall. Один человек гулял по городу и увидел троих мужчин, работающих над строительством стены кирпичной. He asked the first man, "What are you doing?" Он спросил одного из этих мужчин: что вы делаете? He said, "I'm making 15 euros an hour to stack up these bricks." Он говорит: я получаю 15 евро в час за то, что я укладываю эти кирпичи. He posed the same question to the second man. Он задает тот же самый вопрос второму мужчине. What are you doing? А вы что делаете? The second man said, "I'm building a wall. In fact, I'm building several walls. I'm really good at building walls." Он отвечает: я строю стену, даже несколько стен. Я очень хорош в строительстве стен. When he came to the third man doing the same job, he asked him, "What are you doing?" И в конце концов он подходит к третьему человеку и спрашивает то же самое: что вы делаете? The third man stopped his work. He looked up to the sky, and then he said, "I'm building a great cathedral. The spire of this cathedral will reach to the heavens, and the cathedral will honor and glorify God." Третий человек остановился, отложил свою работу, посмотрел в небо и сказал: я строю храм, и шпиль этого храма будет уходить в небо и прославлять Бога. Three men doing the same task. Три человека, которые делают одну и ту же самую работу. For one, it was a job. Для одного из них это была For работа, one, it was a career. для второго, возможно, карьера, For another, it was a calling. а для третьего это было призвание. So what does this mean for you and me as journalists or as people involved in media?
Итак, что все это значит для меня, для вас, для всех нас, как журналистов, как медиаработников? It should mean a lot. Это должно значить очень многое. Are you writing, broadcasting, talk show host? Are you doing it for the joy of it, or are you doing it for the job? Чем бы вы ни занимались, пишете ли вы или вы занимаетесь вещанием, возможно, вы задействованы в другой сфере журналистики, но вопрос тот же самый: что это для вас, работа или призвание? Do you do it for the fame that you will get or may get, or the notoriety for your work? Для чего вы все это делаете? Ради денег, ради оплаты или ради той славы и известности, которую вы получаете? Or, like the Nobel Peace Prize winner from Belarus, are you willing to spend decades working without recognition, tirelessly researching, interviewing, compiling information in order to right an injustice and to make a difference? Или, возможно, так же, как и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич, вы готовы годами работать без всякого признания и собирать информацию, заниматься исследованиями только ради цели вынести на свет те преступления, которые совершаются, и вот сделать свой вклад в установление справедливости. Ruslan mentioned that I have spent 50 years in broadcasting. Руслан напоминал уже, что я 50 лет посвятил радиовещанию. He said he couldn't imagine that. Он сказал, что ему сложно даже представить такую цифру. I can't either. Мне тоже. I think it makes me old. Мне кажется, что это делает меня старым само по себе. I thought it took a lot longer to be old. Я думала, что стать пожилым, это будет, что я не так скоро стану пожилым, что это будет намного дальше во времени. But as I think back to my very first years in broadcasting, I remember two distinct men. Но когда я вспоминаю свои самые первые несколько лет в журналистике, я особенно четко помню двух моих коллег. The first was a man that worked at the very first radio station I worked at. It went by the call letters KGFF in Shawnee, Oklahoma. Один из них работал со мной, это, собственно, была моя первая радиостанция, где я работал в Оклахоме, штате Оклахома. If you were to Google Shawnee, Oklahoma, you would see a really small dot on the map. И если бы вы посмотрели на карте на этот городок Шони, Оклахома, вы бы видели маленькую точку на карте, даже не столько площадь, как просто точку, очень маленький городок. The man I remember from there worked there, and he would give me little shortcuts on how to do things quicker, easier, maybe not as well, but get through the job better. И мой коллега, который там работал вместе со мной, он рассказывал мне о том, как вот о каких-то уловках, о каких-то способах сделать меньше, сделать быстрее, сделать свою работу, может быть, не так тщательно, как нужно, просто чтобы получить какой-то минимальный результат. Now, this man would often make fun of some of the programs that were on the radio station. Он часто в разговорах со мной посмеивался над какими-то идеями, программами этой радиостанции. But I remember him speaking in a kind of a gravelly, non-radio voice and telling me something. А еще я помню, как он таким хриплым, неэфирным голосом говорил мне. He'd tell me, I'm not going to be here long. I'm going to the top. Я здесь долго не продержусь, я иду наверх, я получу повышение. I never heard of that man again. Я больше никогда о нем не слышал. I remember another man. This was at the next station that I worked for. И на следующей радиостанции, на которой я работал, я встретил другого коллегу. This was a large station that had AM and FM and television all combined. Эта станция имела несколько направлений: радио, FM, AM и также телестудию. It was among the first stations on the air in all of the southwest of the United States. Это была одна из самых первых станций на юго-востоке штатов. I worked on the radio side of this complex of stations. И я работал на радиостанции этой станции. And I would go to the television newsroom to get some of the news and weather information that I needed to use while I was on the air. И я часто заходил к моим коллегам в телестудию для того, чтобы получить информацию о погоде и там какие-то еще данные, которые я использовал в своей программе. There was a man in the newsroom who was cordial, he was friendly, but he was all business.
Там был человек, мой коллега, который был достаточно приятным и там, помогал мне при необходимости, но он всегда был занят, он всегда был посвящен работе. This man had started a very small radio station. Начал свою карьеру он на очень-очень маленькой радиостанции. In fact, he drove the little news truck over to car accidents or robberies in order to get the stories. И его работа заключалась в том, чтобы брать его вот эту новостной автомобиль и ехать туда, где случались какие-то аварии, где случались небольшие какие-то инциденты, из которых могла получиться история. He had worked as a newspaper reporter, being one of the first local newsmen to go to Vietnam to cover that story, that war. Он также работал в одной из местных газет и был одним из первых журналистов, который освещал события Вьетнамской войны. And he got involved in some of the stories surrounding the assassination of President John F. Kennedy. И он также освещал всевозможные подробности, связанные с убийством президента Кеннеди. This man's name was Bob Schieffer. И этого человека звали Боб Шифер. He has just retired as the most senior news person at CBS television in the United States. И совсем недавно он ушел на пенсию с позиции главного новостного журналиста станции CBS в Штатах. He served as the news anchor for many of their evening newscasts and also as the host of some of their important talk shows. Много лет подряд он был ведущим национальных новостей, вечерних новостей, то есть прайм-тайм, и вел несколько ток-шоу. Bob Schieffer won numerous awards in television and in the news world. И Боб Шифер получил целый ряд наград престижных как в радио, так и в теленаправлении. And he has a broadcast journalism school named after him at Texas Christian University, where he graduated from and where I graduated from. И сейчас в Техасском христианском университете, из которого он выпустился, из которого я выпустился, есть школа радиовещания, которая названа его именем, и где он преподает. Dramatically different from the other man I had met, for Bob Schieffer, news was a passion and a calling. Огромный контраст между двумя персонажами, о которых я рассказал. Для Боба Шифера журналистика была призванием и целью. I'm going to be speaking at another time, and I'll elaborate more on what I'm going to mention next. But I want to illustrate something with an interesting story from the Old Testament in the Bible. Yeah, it's from Exodus 25 to 30. Let me talk a little bit, and then I'll have Elena read the scripture from Exodus 31. Я завтра буду еще выступать на этом форуме, поэтому остановлюсь подробнее на этом моменте, но пока хотела бы проиллюстрировать все вышесказанное одной историей из Библии. И я хочу процитировать первые 6 стихов 31 главы книги «Исход», Библия. Exodus 25 to 30, God gave Moses extremely detailed instructions on how to build the tabernacle, the traveling tent that the children of Israel took with them where they would meet God. В главах 25 и 30 книги «Исход» Бог дает Моисею очень подробные инструкции о том, как построить так называемую скинию, то есть тент, в котором переездной тент, в котором люди могли встретиться с Богом. 5 chapters of instructions for Moses. 5 глав очень подробных инструкций. If I had been Moses, I'd have been going, oh no, I've got to do this now? Если бы я был Моисеем, я бы однозначно чувствовал себя озадаченным и не представляла, как я это сделаю. And then comes chapter 31. Затем мы видим главу 31. The first 6 verses, God calls 2 people to the task. Let me have Elena read this for you. И дальше в 31 главе мы видим, как Бог переводит свое внимание с Моисея на 2 людей, которым он поручил помочь Моисею. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и из крученого весона, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахисамахова из колена Давидова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Two men, Aholiab and Bezalel, Bezalel being the main one, that God called by name. Мы видим два человека, Веселиила и Агалиава, которых Бог называет по имени. But he not only called them a name, he gave them all the experience they would need to accomplish his task. И Бог не только называет их по имени и призывает к определенному заданию, но Он также дает им опыт, предыдущий опыт, который для этого необходим. Wouldn't that be cool if God called you by name? Разве это не прекрасно, когда Бог называет вас по имени? I mean, wouldn't that be something if God called you and gave you all the experience for what he wanted you to do? Вы представляете, как это было бы вообще замечательно, если бы каждый из нас получил от Бога персональные инструкции, и мы были названы по имени и получили тот опыт и те знания, которые необходимы для нашего призвания. I think God does still call us by name. Я думаю, что Бог это делает. Он до сих пор называет нас по имени. I think he calls us to do certain tasks to accomplish his will. Я думаю, что Он до сих пор поручает нам определенные задания, которые нужны для исполнения Его воли. And I think it's interesting, he didn't call these two men to be pastors or clergymen or writers. He called them to be craftsmen. Интересно, что Бог призвал этих двоих людей не для того, чтобы быть пасторами или служителями, Он призвал их быть рабочими. They were working on those plans that God had given Moses, fulfilling God's purpose and plan. Они были призваны помочь Моисею выполнить тот план, который дал ему Бог. Boy, what a wonderful calling. Какое замечательное призвание. I think God calls us, and I think our highest calling would be to respond to that and not just do a job, but seek to serve as a calling from God. Я думаю, что ко всему, что мы делаем в своей ежедневной работе, мы должны относиться не просто как к заданию, как к чему-то повседневному, а как к призванию от Бога и вкладывать в это все наши усилия. All right, let me be practical with that if I can. И я бы хотела прозвучать практично в этом вопросе. I want to contrast a job with a calling. Я хотела бы привести несколько характеристик, которые связаны с работой и с призванием. You're a journalist. If it's a job, you write a story. Если журналистика для вас это работа, вы просто пишете историю, вы просто пишете репортаж. If it's a calling, you write a story, and you rewrite a story, and you rewrite a story, and you rewrite a story. Если же журналистика для вас призвание, то вы сначала пишете, готовите свой репортаж, потом вы его переписываете, потом переписываете снова, пока он не станет идеальным. If it's a job, you show up at the last minute and you leave at the earliest moment. Если это просто работа, вы приходите в последний момент на рабочее место и уходите так рано, как только можете уйти. If it's a calling, you show up before expected and you stay as long as it takes. Если же это призвание, вы приходите как можно раньше и остаетесь столько, сколько необходимо. If it's a job and you're editing a story, you say, well, that's good enough. Если журналистика для вас это работа и только, то редактируя какой-то репортаж, вы смотрите на него и говорите, ну, по-моему, неплохо, можно, сойдет. If it's a calling and you're editing a story, you work on it until it is perfect, and then you say, let me look at it again and see if I can get it better. Если же это призвание, то редактируя чью-то работу, вы занимаетесь ею до тех пор, пока она не станет идеальной, а потом смотрите на нее еще раз и думаете, могу ли я сделать ее лучше. If it's a job and you do a good story, you think of it in terms of getting an award or maybe a raise. Если журналистика для вас это работа, то работая над репортажем, вы думаете, можете ли вы получить за это повышение по службе или в зарплате, или можете ли вы стать известным благодаря этому. If it's a calling, you think of that story as making a difference in someone's life. Если же это призвание, то вы думаете о своем репортаже как о возможности принести изменения в жизни реальных живых людей. If it's a job, you think a really good story should bring you honor. Если журналистика для вас только работа, вы думаете о том, как ваш репортаж может принести вам славу и известность. If it's a calling, you think a really good story will bring honors to others and even maybe glorify God.
Если же это для вас призвание, вы думаете о том, как ваша работа может принести известность и славу кому-то другому, возможно, даже Богу. As mentioned, I worked 50 years in broadcasting. Как я уже сказала, я 50 лет работаю в вещании. Some of that was in the secular marketplace in radio and television. Часть этого времени я посвятила работе в секулярных, в светских медиа. Some of it was as part of my career with the United States Air Force. Часть времени я посвятил работе на радио и телевидении в военно-воздушных силах США. And for many years now working in Christian media. И много лет, за последнее время я работал в христианских медиа. In fact, I was ordained as a minister of the gospel about 30 years ago. Я был посвящен и рукоположен как служитель Евангелия уже 30 лет назад. Normally that means you preach from a pulpit and you have a church congregation. И обычно это значит, что вы будете преподавать или проповедовать с кафедры в церкви. But those that ordained me to preach the gospel understood my pulpit was media and my congregation was the audience who listened to radio and television. Но те, кто посвящал меня на это призвание, они знали, что моей кафедрой всегда будут радиослушатели и телезрители, то есть это будет моя аудитория. I was with some friends last week who asked me at age 70 why I travel all over the world helping Christian broadcasters and others. Недавно один из моих друзей спросил, почему в возрасте 70 лет я до сих пор путешествую по всему миру и проповедую, и учу в журналистике. No. So these people ask me why I travel. I travel over 100,000 miles a year. This is the 12th international trip I've taken this year. Каждый год я делаю много международных поездок. В этом году это уже 12-я поездка. If you've been on a plane for anywhere from 9 to 18 hours, you know it's kind of grueling. И, как вы знаете, быть в самолете от 9 до 18 часов — это достаточно тяжело физически. I do it for one main reason. И единственная причина, почему я это делаю, It's a calling. потому что это для меня призвание. It's not a sacrifice, it's a joy. Это не жертва, это настоящая радость. So what about you? What's your calling? What's your passion? Как насчет вас? В чем ваша страсть? В чем ваше призвание? Is it journalism? Журналистика ли это? If so, how can you use it to make a difference in somebody else's life? Если журналистика, тогда подумайте, как вы можете приносить изменения в жизни людей. From my 50 years of experience, I will tell you, the greatest joy will come when you're fulfilling the divine calling on your life to make a difference. И с высоты своего 50-летнего опыта я могу точно сказать, что наибольшее удовлетворение от работы, от призвания мы получаем тогда, когда мы выполняем Божьи поручения в нашей жизни и приносим изменения в жизни людей. And if Jerusalem will ask me back in the next year or two, I hope I hear of the difference that many of you are making because of the calling on your life to be a good journalist, but also to make a difference and to fulfill the divine calling on your life. Я надеюсь, что если Руслан пригласит меня выступить на этом форуме в следующем году или через несколько лет, я смогу увидеть те изменения, которые принесла ваша работа и ваше осознание того призвания, которое есть на вашей жизни. God bless you and thank you very much. Пусть Господь вас благословит. Спасибо большое.